Получилось очень вкусно. Это одна из самых вкуснейших колбас, которые я ел вообще. Буду использовать мясо говядину. Я ее уже предварительно подсолил. 50% брал поваренную соль, там 50% нитритную. Все специи, все граммовки, все будет в описании. Если будет конкретно, более детально интересно, вы всю информацию найдете там. Буду использовать шпик. Его уже кубиками порезал. Для того, чтобы было удобно, пластиночками сначала нарезаете в морозилочку. И потом подмороженный шпик более удобно будет резать. Специи, здесь черный перец, в общем, все вкусняшки, кардамон там и так далее. Добавлял, также все найдете в описании. Сейчас на данном этапе слегка подмороженную говядину, вот видите. Сейчас мы его на мелкую решетку перемелем. Перемололи фарш, используйте подмороженную воду, 10% от количества продукта, сырья. После того, как мы перемешаем фарш, отправим его в морозильную камеру, немного подморозить. Работайте с мясом, когда низкая температура, в районе 5 градусов, от 0 до 5. Ребят, все у нас подморозили шпик, сам фарш. Будем соединять со специями. Вот уже замочил коллагеновую оболочку для того, чтобы набивать батоны колбасные. Добавляем шпик. Также добавляем специи. Теперь хорошенько нам нужно перемешать это все. Перемешали фарш. Берем такую вот приспособу для набивания колбасы. С одной стороны завязал уже оболочку коллагеновую, буду использовать. Предварительно, как по инструкции, замочил ее на минут 15 в теплой воде. Она как бы размокла. Вот таким образом вручную буду набивать. Можно, правда, к мясорубке присоединить ее. Смотрим, чтобы не было воздуха. Сейчас я более-менее набью, чтобы было видно. Видите, хорошенько плотно. Нужно, чтобы не было воздуха, батон был плотный. И так набиваем весь фарш, который у нас есть. Дорогие друзья, целых 8 батончиков таких заготовки на колбасу у меня получилось, в районе 4 килограмм. Я взвесил перед этим. Отправляем колбасу на усадку в дверьку холодильника. Там уже место освободил. Приблизительно на 12 часов. И через 12 часов ориентировочно продолжим приготовление. А тем временем подпишитесь на канал, кто не подписан. Смотрите мой ролик до конца. Ставьте пальцы вверх. А мы продолжаем. Пробыла колбаса у нас в холодильнике в районе 12 часов. Я ее вытянул теперь за 4 часа до готовки. Следующим этапом у нас пойдет обсушка. Обсушку мы будем производить в духовке в районе 60 градусов. Нужно ее настроить, чтобы у меня есть щуп. Будем термометром внутри проверять. Она приблизительно должна быть 37-42 градуса достичь. Следующим этапом мы будем производить обжарку самой колбасы. Это будем делать в коптильне. Мы будем ее коптить немного с дымком при 85-90 градусов. Внутри батона должен быть примерно где-то 55-58. В районе 25-30 минут мы это будем делать. И третьим этапом будем производить варку. Варка будет влажная у нас при 80 градусах в духовке, и 58-70 градусов должно быть внутри батона. И тогда наша колбаса будет готова. Мы ее еще на сутки оставим в холодильничке и уже будем тогда нарезать.
Ребят, такое состояние оно имеет. После коптильни вытянули. Просто шикарный цвет. Ребят, просто отличный цвет после последней обработки имеет. Дорогие друзья, видите, до 70 градусов более чем достаточно. Щуп уже можно вытянуть. Перекладываем колбасу в удобную емкость. Сейчас нужно произвести душевание колбасы под холодной водой. Минут 15-20 она должна тут провести. Дорогие друзья, доброе утро. Еле сдержался, конечно, вчера, чтобы не попробовать. Настал сегодня этот день. Обязательно сейчас посмотрим, что будет на срезе. Попробуем колбаску. Я вам выражу свое мнение. Ребят, идеальная на срезе. Кусочки сала выделяются. Сейчас главное попробуем на вкус. Такая блестящая, видно, структура. Очень приятный такой копченый вкус. Такое ощущение, когда заходите в какой-то колбасный магазин. Именно такой вот запах. Такой ярко выраженный говяжий вкус. Отчетливо чувствуется структура непосредственно мяса, то что колбаса мясная. Дополняет шпик, делает сочности. Колбаска просто идеальнейшая. Со специями. Со специями, кстати, все будет в описании. Вместе с описанием приготовления. Ребят, готовьте. Повторяйте за мной этот рецепт. Получилось очень вкусно. Это одна из самых вкуснейших колбас, которые я ел вообще. Подпишитесь на канал, поставьте палец вверх. И как всегда, до новых встреч. Всем пока.